Icy Genius. Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре поговорим сразу о двух бюджетных динамических новинках от компании 7 Гц стоимостью $35 и Tripavin стоимостью $30. И приходят наушники 7 Гц в небольшой коробке с приятным оформлением. Здесь имеется логотип компании, изображение самих наушников и название этой модели G1, а сзади уже указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм, чувствительность составляет 107 дБ, и они получили сопротивление 18 Ом. А Tripavin приходит в еще меньшей коробке, но тоже с довольно классным оформлением. Здесь тоже есть изображение самих наушников и название этой модели V-Ways. А еще тут есть логотип компании и логотип корейского обзорщика, так как эти наушники выпущены в коллаборации вместе с ним. Но тут указаны технические характеристики. За звук здесь тоже отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм, чувствительность составляет 106 дБ, и они получили точно такой же 18 Ом импеданс. Но теперь, я думаю, вы понимаете, почему я решил сравнить эти наушники в одном обзоре вместе. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Начнем, пожалуй, с 7 Гц. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек. Довольно необычный силиконовый чехол. Набор разных силиконовых амбушюр. Инструкция по использованию наушников. Наушники выполнены из металла в черной расцветке и имеют необычную и около овальную форму и довольно минималистичный дизайн. На лицевой панели здесь есть бронзовый логотип компании 7 Гц, а тут располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а на внутренней части уже находится аж целых 3 отверстия для компенсации и маркировка канала, и еще одно отверстие расположено рядом с этим довольно длинным и широким золотистым звуководом. И стоит сказать, что сидят в ушах эти наушники отлично, проблем при их использовании я никаких не испытал, так как они очень небольшие, да и разные амбушюры сюда без проблем подходят. В общем, в этом плане тут все хорошо. Ну а в комплекте с Tripavin V-Ways мы получаем наушники, кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек, набор силиконовых амбушюр, карточка с гарантийной информацией. Эти наушники выполнены из темной смолы, они очень небольшие, как по мне выглядят очень хорошо. Как будто это точно не бюджетные наушники. Особенно мне нравится эта отражающая лицевая панель, где на левом наушнике можно увидеть внутри нее надпись Tripavin, а на правом есть логотип компании. А тут находится стандартный разъем 2 пин для подключения комплектного кабеля и первое отверстие для компенсации, а второе находится уже на внутренней части, рядом с этим небольшим звуководом с четко выделенным бортиком и защитной сеточкой сверху. И сидят эти наушники в ушах хорошо, проблем с посадкой тут тоже никаких нет, звукоизоляция тут на высоком уровне и никаких неудобств при их использовании я не испытал. Да и кабель у них в комплекте довольно хороший, он не путается и можно использовать его без каких-либо проблем. Ну а приобрести динамические наушники 7 Гц G1 вы сможете в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, вот их магазин DD Audio Store, и также Tripavin V-Ways здесь тоже есть у них в магазине, ссылки я оставлю в описании. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат динамические наушники 7 Гц G1 и Tripavin V-Ways. Вот так выглядят и графики частотной характеристики, и в случае 7 Гц G1 мы имеем усиление низких частот на 12 дБ с небольшим акцентом на саб-бас, а вот у V-Ways мы имеем четкую полочку усиления низких частот уже на 10 дБ, прям ровно по моему таргету. Да и в области средних частот мы также имеем небольшие различия. 7 Гц G1 здесь будут звучать полегковесней, тогда как V-Ways звучит потеплей и пополновесней. Да, разница не прям огромная, но она все-таки есть, и это стоит учитывать. А вот в области верхней середины мы имеем еще большее различие. Если у 7 Гц G1 основной пик приходится на 3,5 кГц, тогда как у Tripavin V-Ways, он четко по моему таргету смещен к 2 кГц, что дает немного другие тембры и более нейтральную подачу в этом диапазоне.
Да и высокие частоты тут, конечно, тоже отличаются. У 7 Гц G1 их будет побольше, и они в целом звучат куда попрозрачнее и воздушнее, а триповин V-Waves наоборот имеют более нейтральную, сдержанную, гладкую и менее техничную подачу в этом диапазоне. Ну, по крайней мере, в плане спада после 15 кГц эти наушники совпали. Для динамических наушников это уже, считайте, база. Но думаю, все-таки когда-нибудь появятся в продаже динамические наушники, способные отыграть самые дальние высокие частоты, более продолжительно, хотя бы на уровне моего таргета. Ну что ж, посмотрим когда-нибудь, может мы действительно увидим такие бюджетные динамические наушники. А теперь давайте разберем звучание конкретно этих наушников более подробно. Низкие частоты у 7 Гц G1 выделяются в первую очередь насыщенным и более округлым и мощным басом. Сабас в этих наушниках ощутимо подчеркнут, создавая напористое и более глубокое давление, которое как раз подчеркивает чуть большую энергетику у треков. Мидбас очень упругий, достаточно плотный, с четкой и выделенной атакой, что особенно заметно на ударных инструментах и бас-гитаре. При этом низкие частоты в этих наушниках сохраняют отличную текстурность и прозрачность и не превращаются в какой-то непонятный пустотелый гул, что как раз подчеркивает очень явно выраженную техничность этой модели. А вот бас у триповин V-Waves звучит мягче на атаку и плавнее, как будто более деликатно и сдержанно в своей подаче. Сабас у них, конечно, чуть меньше выражен, чем у G1, но при этом здесь сохраняется вот эта достаточная глубина для естественной передачи ритмической основы. Мидбас же звучит у них поплавнее и теплее, добавляя звучанию общей приятной комфортности. Низкие частоты в этих наушниках, конечно, тоже не басхедные, да и у них нету такой задачи прям излишне акцентироваться, а наоборот, как по мне, в обоих случаях здесь есть просто четкая цель грамотно интегрироваться в общую звуковую картину, делая ее более цельной и собранной. Иначе, если бы баса не было в этих наушниках, ну о какой цельности тогда вообще могла бы идти речь? Ну а средний диапазон 7 Гц G1 звучит чуть более выделенным акцентом на верхнюю середину, что делает вокал и мелодичные инструменты, такие как гитары или синтезаторы, более выразительными и эмоционально насыщенными. И в целом при сравнении сразу заметно, что эти наушники более энергичные, более легкие в области нижней середины, но зато куда более прозрачные и воздушные, и показательные на переходные процессы и атаки. Да и все щелчки, небольшие последствия звучия в них куда лучше прослушиваются, так как они не так быстро растворяются, а наоборот обладают куда более длительным остаточным шлейфом, что лично мне даже больше нравится. В общем, серединка в этих наушниках точно не уходит на задний план. Несмотря на более мощный и акцентированный бас в этих наушниках, тут прямо очень хорошо сохраняется баланс в звуке, тембральная достоверность и разборчивость в вокальных партиях. А вот у триповин V-Waves средний диапазон звучит куда более нейтрально и тепло и очень естественно, без добавочного акцента на области верхней середины, за счет чего эти наушники более сдержанные и аккуратные. Да, немного мягкие, не такие энергичные и резвые в своей подаче, но тем не менее вокал в этих наушниках передается с легкой добавочной теплотой, добавляющей некоторой интимности в звуковой сцене, а инструменты звучат органично и натурально, с хорошим весом. И в отличие от G1 средние частоты здесь не стремятся к какой-то хирургической гиперточности и аналитичности, создавая на выходе просто более мягкое и расслабленное звучание, как раз наверняка знакомое всем. А вот высокие частоты в 7 Гц G1 выделяются чуть большей добавочной светлостью и куда более выделенной техничностью. Конечно, в этих наушниках чувствуется чуть больший акцент на верхнем диапазоне, который как раз делает звучание более открытым и детализированным, а шейкеры, тарелки и различные мелкие перкуссионные звуки в этих наушниках более подчеркнуты и звучат с очень высокой разборчивостью и отчетливостью. Это особенно как раз проявляется в жанрах, насыщенных микродеталями, например, в сложной электронике или далеко не простой оркестровой музыке. Этот диапазон звучит куда энергичнее, чем у триповин, с быстрой атакой и чуть более продолжительным затуханием, что создает четкое ощущение скорости и точности, что лично мне нравится больше. Однако при длительном
прослушивании на высокой громкости или на плохо сведенных треках небольшая добавочная вот эта яркость может кому-то стать слегка утомительной для, наверное, прям очень чувствительных слушателей. И это нормально, просто стоит учитывать этот момент. А вот Tripovin V-Ways предлагает нам куда более мягкую и расслабленную подачу высоких частот. Здесь акценты на верхнем диапазоне более сглажены, что придает звучанию естественность и комфорт. Детальность тут более скромная, но зато сама подача тут очень приятная, и те, кто любит теплые наушники, точно их оценят. Плюс они куда меньше выдвигают требований к плохо записанным музыкальным композициям, так как эти наушники не стремятся вытянуть прям каждую тончайшую мелочь на передний план, как это делает G1. Тарелки и высокочастотные инструменты V-Ways звучат более плавно и гармонично, что создает приятное впечатление для длительного прослушивания. И при сравнении этих наушников в этом диапазоне сразу становится понятно, что Tripovin обладает куда более музыкальной и спокойной, менее светлой подачей, что делает их идеальными для долгих сессий прослушивания, так как эта некоторая сглаженность высоких частот отлично помогает сгладить недостатки записи, делая звучание менее требовательным к качеству музыкальных композиций. А вот звуковая сцена у 7 Гц G1 имеет умеренную ширину и более выраженную глубину. Инструменты и голоса позиционируются четко на переднем плане с хорошим разделением, что делает звучание в тяжелых треках насыщенным, но не перегруженным. И как по мне, эти наушники создают хороший и знакомый всем эффект присутствия, подчеркивая динамическую составляющую различных треков. А вот у V-Ways звуковая сцена будет чуть поуже, чем у G1, и с меньшей глубиной и чуть более даже интимной, я бы сказал, камерной подачей. Инструменты и вокал располагаются куда ближе к слушателю по построению, что создает некоторое чувство уюта и непосредственности. И это уже особенно ценно при прослушивании, например, камерной музыки или различных более сконцентрированных на вокале треков. А вывод у меня получился таков: 7 Гц G1 и Tripovin V-Ways — это очень хорошие, грамотно настроенные и приятно звучащие бюджетные наушники. И как по мне, в этой ценовой категории жаловаться особо не на что. Есть неплохая комплектация в обоих случаях, приятный внешний вид и, самое главное, правильный подход к тюнингу. От себя я эти наушники определенно рекомендую к покупке. Если вы хотите более прозрачный и детальный звук, то покупайте 7 Гц G1. А если вам по душе более нейтральная, менее яркая и теплая подача, то ваш выбор за Tripovin V-Ways. Ссылка на покупку этих наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, всем удачи и пока!